Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный томатный супчик с рисом, с фрикадельками. Готовится он совсем несложно, получается таким вкусным. Прежде всего нам нужно сделать фрикадельки. У меня в миске 300 граммов говяжьего фарша. Добавляем 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 яйцо, столовую ложку мелко нарезанной кинзы, чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца молотого. И все как следует перемешиваем. Вот такую массу мы вымесили, и теперь катаем фрикадельки. Каждую фрикадельку выкладываем на противень, выстеленный пекарской бумагой. Мы их будем не жарить, а запекать в заранее разогретой на 200 градусов, режим верхней с духовкой, 15 минут. Предварительно сбрызгиваем слегка растительным маслом и отправляем запекаться. Пока запекаются фрикадельки, готовим супчик. Среднюю луковицу нарезаем маленьким кубиком. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. В кастрюле разогреваем 2 столовые ложки растительного масла. Кастрюля у меня 4-литровая. Выкладываем туда лук и на среднем огне пассеруем до прозрачности, до мягкости. Пока пассируется лук, мелким кубиком нарезаем среднюю морковку. И тоже отправляем пассероваться в кастрюлю к луку. Также нам понадобится 2 палочки сельдерея, 2 стебля. Сельдерей тоже нарезаем маленьким кубиком. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Как видите, все процессы происходят быстро, один за другим. Не забываем перемешивать, пассируем овощи. Специи по чайной ложке красная паприка, сухой чеснок и хмели-сунели, грузинская специя. У нас будет супчик с грузинской ноткой. 100 граммов томатной пасты также добавляем. Это 2 столовые ложки и 2 средних помидора натираем на терке. Супчик же у нас томатный. Все прогреваем, пассируем. Какие стоят ароматы. Также нам понадобится 2 средних или 1 большой, как у меня, картофель. Нарезаем тоже маленьким кубиком. И отправляем в кастрюлю. Все перемешиваем. Добавляем полстакана промытого риса. Это 100 граммов. Посмотрите, прошло 15 минут, как выглядят наши маленькие фрикадельки. И перекладываем их в кастрюлю вместе с соком. Я это делаю вот при помощи бумаги. Так все. Выкладываем, выливаем, перемешиваем. Я добавляю 2 литра горячей воды. Если вы хотите, чтобы суп был не таким густым, как у меня, можно добавить 2,5 литра. Все перемешиваем, добавляем лавровый лист, соль, перец по вкусу. Я добавила столовую ложку соли. Доводим все до кипения. Убираем огонь. И на маленьком огне под крышкой варим суп 20 минут. Прошло 20 минут. Теперь мы добавляем мелко нарезанную зелень кинзы, такую хорошую горсть. Доводим все до кипения, закрываем крышкой, выключаем огонь, даем супу настояться 10-15 минут. У меня суп настаивался 15 минут. Сейчас мы его будем пробовать. Какой он густой, посмотрите, какой он яркий. А какой стоит аромат. Я еще прямо в тарелку добавляю зелень кинзы. Ну что, пробуем. Друзья мои, приготовьте, это так вкусно, с грузинской ноткой, чуть-чуть напоминает харчо. Приготовьте для своих близких этот насыщающий, согревающий, очень вкусный томатный суп.